Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, как Чонгук поддерживал Тэхёна перед его речью, введя новое правило, и даже приготовил ложки, чтобы звучно сопроводить слова своего оратора. Чонгук сказал, пусть остальные 6 участников ничего не говорят. BTS 아리랑 투어 행복하게 잘 마무리할 수 있도록 기원해 주셨으면 좋겠습니다. 기대 부탁드립니다. 9 место. Им просто жизненно необходимо касаться друг друга каждую секунду. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Вегу застукали на свидании». Чонгук прилип к Тэхёну. Нежности в баре и прогулки за руки? Что это было? Новые подробности. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Время идет, ничего не меняется. Чонгук как был собственником, так и остался, как ревновал своего мужчину, так и не собирается прекращать. Мое место. Хотя бы 2 секундочки, но оказаться рядом друг с другом. Шестое место. Поведение пары. То, как они флиртуют. То, как они совершенно естественно держатся вместе. Пятое место. Даже на неудачных кадрах Ориоу эти двое выглядят мило. Смотрю на их улыбки и так радостно в душе. Четвертое место. Эти двое флиртуют, а у лидера опять судный день. Третье место. Новости.
Речь Тэйкук в начале концерта. Чонгук сказал: «Привет, Пусан. Я очень рад вас видеть. Сегодня первый день Ариранг в Пусане, и, как и ожидалось, атмосфера с самого начала просто потрясающая. Энергия невероятная. Все очень воодушевлены. Давайте сегодня отлично проведем время». Тэхён сказал: «Хорошо». И вот прямо сейчас, после Еттукам, мы даем наше первое выступление здесь, в Пусане, спустя 3 года и 8 месяцев. Все так же, как и тогда, но... Армии тогда были такими красивыми. Но сегодня вы выглядите еще красивее. А те, кто смотрит нас онлайн через Вевос, вы нас хорошо видите? Тэхён, ты в обратную сторону растешь, что ли? Сколько ему лет вообще? Девушка о том, как встретила Тэйкук. Недавно в Лас-Вегасе, после концерта BTS, я была со своим парнем. Из соображений конфиденциальности я не буду называть его имя. Мы проходили мимо одного бара, но не буду говорить, какого именно, чтобы не создавать проблем. Скажу только, что это одно из тех мест, которые открыты до самого утра. В тот момент мне показалось, что вдалеке я увидела Чонгука. Из-за того, что он был далеко, я не могла четко разглядеть его лицо, но человека, которого я узнала сразу же, звали Тэхён. Чуть позже я убедилась, что рядом с ним действительно стоял Чонгук. Как раз в этот момент он взял напиток, и я смогла разглядеть его татуировки, так я его и узнала. Я была в полном восторге и хотела подойти к ним, но решила этого не делать, потому что подумала, что они тоже заслуживают личного пространства. Как фанатка, я хотела это уважать. Я не заметила между ними ничего особо необычного, но обратила внимание, что они несколько раз совершенно естественно держались за руки. Помню, я еще подумала: вау, должно быть, они действительно близкие друзья. Однако позже Чонгук обнял Тэхёна за талию и что-то прошептал ему на ухо, а Тэхён рассмеялся. Это показалось мне немного интригующим. Было много слухов, но ничего так и не подтвердилось. Я просто делюсь тем, что видела сама. Похоже, Чонгук очень нежно относится к Тэхёну. Самое время скулить. Тэхён в Инстаграм. Он поделился кадром из фильма «Гнев». Это драма о доверии, подозрении и хрупкости человеческих связей. Фильм построен как 3 переплетающиеся истории в разных уголках Японии. В каждом сюжете появляется загадочный человек, чье прошлое остается туманным. Он кажется добрым и уязвимым, но вокруг него постепенно растет напряжение. Люди начинают подозревать его в страшном преступлении. Главная идея фильма – как легко рушится доверие, когда в игру вступают страх и неопределенность. Гнев не столько о преступлении, сколько о том, как общество само создает виновного, заполняя пробелы в знаниях, предположениями и предрассудками. Всегда будет малышом для участников и всего мира. Интересный факт о фильме, который смотрел Тэхён. Одна из 3 сюжетных линий посвящена развитию отношений между 2 мужчинами. Успешный и уверенный в себе рекламный агент по имени Юма Фудзита скрывает свою ориентацию,
но встречает в гей-баре Наото Аниси, полную противоположность первому. Юма решает приютить бездомного замкнутого Наото, проникается историей парня и в конце концов влюбляется. Позже, когда полиция начинает разыскивать жестокого убийцу, Юма замечает, что фоторобот преступника пугающе похож на Наото и начинает сомневаться в своем возлюбленном. Более того, актеры Сатоси Цумабуки, Юма, и Го Аяна, Наото, некоторое время жили вместе перед съемками, а также проводили время в ЛГБТ-квартале Синдзюку-Нитёмы, чтобы лучше понять своих персонажей. Тэхён не изменяет традициям в своих рекомендациях. Громче уже некуда. Они как маленькие крошечные детки. Обновление Воук с Чангуком. Пробует японские вкусняшки. Чангук сказал: «Привет, Воук, это Чангук. Сейчас я нахожусь в Токио вместе с Кэлвин Кляйн ради специального мероприятия». Ведущий сказал: «Сегодня у нас есть сюрприз для тебя из Японии». Чангук ответил: «Спасибо». «Что же это?» «О, это снеки». «Что это такое?» «Пробую это впервые. Немного похоже на крем-брюле. А я ведь люблю этот десерт, но не знал, что его сделали в виде такой закуски. Это правда продается в круглосуточном магазине?» «Вкусно. Я вообще-то люблю далгону, а у этого как раз такой же вкус. Даю 9 баллов. Вкусно. Тадан. Похоже на конфеты-свистульки. Круто. Мне кажется, в детстве я был из тех детей, кто не ел нормальную еду, а ел много сладостей. Насколько я помню, я обожал перекусывать. Раньше было много так называемой вредной еды, которую продавали в магазинах. У меня остались воспоминания, как я ел ее вместо полноценного обеда. Какой же это вкус? Этому я поставлю 6 баллов. Где-то между 6 и 7. Пусть будет 6. Вопрос для Чагука. Есть ли еда или сладость, которая вас больше всего утешает, когда вам тяжело? Ответ. На самом деле, не думаю, что я когда-либо ел из-за того, что мне было грустно. Но вот этот вкус рамёна напоминает мне вкус, который я любил в детстве, когда у нас в школе были спортивные дни. 8 баллов. Ставлю 8. Чувствую, у меня почти все оценки будут высокими, но в любом случае 8 баллов – это вкусно. Это тоже выглядит вкусно. Ах, надо просто съесть все по очереди. Слишком тяжело удерживаться и не пробовать. С того момента, как мы все вернулись из армии, собрались вместе, стали писать музыку, проводить время друг с другом, продвигаться и даже отправились в тур, все это воспринимается мной как самый настоящий подарок. И у меня есть огромное желание бережно хранить его, заботиться о нем и поддерживать как можно дольше. А это что за вкус? Я и не понял сразу, что это кунжутное масло. Балла. 5. Нет, 4,5. Я люблю сладкий попкорн. Так, а это что? Это наверняка вкусно, ведь японские сладости вообще все вкусные. Анпан, анпан. Ах, анпан. Вопрос для Чангука. Есть ли выступление, которое запомнилось больше всего? Ответ. Бой in Love. Эта хореография так надолго засела у меня в голове. Я даже станцевал ее сейчас совершенно на автомате. Сразу вспоминаются те времена. Эта песня, с которой связано много глубоких воспоминаний. Было и трудно, но в то же время мы тогда отлично справились. А этой сладости я поставлю около 5 баллов. Она вкусная, но вкус не то чтобы изысканный, скорее напоминает дешевые сладости. О, это точно вкусно. Замечательно. Вопрос. Есть ли хобби, которое вы хотите попробовать, помимо фотографии и съемки видео? Ответ. Я? Ну, во-первых, я обязательно хочу освоить больше музыкальных инструментов. И еще, я хочу прокачаться в рисовании и визуальном искусстве для кино. Но это вкусно. Нужно обязательно попробовать тот вариант, где белый хлеб и клубника.
А это кажется... О, говорят, это со вкусом желтого персика. Супер. 8 баллов. Как и ожидал, сладкое. Судя по виду, это то самое, что начинает громко лопаться и трещать во рту. Это ведь оно, да? Это же весело. И не слишком приторно. Забавно. Этому тоже 8 баллов. Вопрос. Какая сладость, по вашему мнению, подходит вам больше всего? Ответ. Вот это последняя, которую я съел. Это непредсказуемость, когда не знаешь, куда она выстрелит. Каждый раз, когда ешь, ощущения новые и необычные. К тому же, она фиолетового цвета. Фанаты iPurple. Вопрос. В честь годовщины не могли бы вы сказать короткое послание для фанатов за последние 13 секунд? Ответ. За 13 секунд? Здравствуйте, это Чангук. Дорогие фанаты, вы ведь здоровы? Сейчас я приехал в Токио вместе с Calvin Klein и отлично провожу время вместе с Vogue. Пожалуйста, будьте здоровы и счастливы. Спасибо за работу. Было здорово. Ах, но я так и не успел доесть то, что мне действительно понравилось. Вот эти два вкусняшки – топ. Если бы оценивал их, я бы точно поставил им 10 баллов. Это обязательно нужно съесть. Что? Что вы говорите? Когда вы знаете друг о друге больше, чем другие. Сеул Соус Корея вспоминают момент с Тэхёном на сцене. Воспоминания о том, как дождь превратил сцену в бассейн, а Ви просто решил это принять. Во время концерта Арирэнг в Сеуле неожиданный ливень стал частью шоу, и Ви максимально использовал это своей игривой энергией, превратив дождливую сцену в незабываемый момент для фанатов. Вы бы выжили, выступая под дождем, или сделали бы так же, как Ви? Большое спасибо Венди Коннекна за потрясающий контент. От их общей энергетики умереть можно, как же они сводят с ума. Фанбазы Чангука основательно подготовились ко встрече со своим любимым артистом. Пусан пестрит плакатами и цифровыми экранами с изображением певца. Станции метро также декорированы его медиа, а по городу курсирует автобус, приуроченный к годовщине дебюта и долгожданным концертам в Пусане. Но самый впечатляющий, на мой взгляд, проект – это крупнейший в Корее 14-метровый беспилотный дирижабль, который украсил небо над пляжем Хэунде. К инициативе подошли со всей ответственностью. Она была одобрена региональным управлением гражданской авиации Пусана и администрацией района Хэунде, а также реализована при консультации с Национальным полицейским агентством. Просто безумный концерт.
Тэхён для Coca-Cola Тайвань. Прямой репортаж – тот самый освежающий момент на съемочной площадке, когда амбассадор бренда Coca-Cola Ви делает большой глоток Coke. Посмотрите на это довольное выражение лица Ви, на этот кадр можно смотреть бесконечно. Секрет того, как Ви всегда остается полон энергии, от стильных официальных костюмов до повседневной жизни, кроется в ледяной Coke прямо у него в руках. Сделайте большой глоток Coke вместе с Ви, чтобы в любой момент восполнить запас счастливой энергии. Прямо сейчас при покупке Coca-Cola с золотой крышкой у вас есть шанс забрать домой лимитированные отличные подарки. У них всегда были только они двое. Обновление Calvin Klein, Чангук, в Харадзуку. Чангук сказал: «Сейчас я нахожусь здесь, во флагманском магазине в Токио. Я посещаю его впервые, и он действительно очень масштабный. В целом, то, что они создали концепт вроде CKGK, кажется мне очень новым, волнующим и особенным. Какое у меня ощущение от CK? Наверное, это чувство семьи, такое теплое единение. Сам я не успевал следить за всеми отзывами, но моя семья и участники первыми рассказали мне, что реакция отличная, так что мне очень приятно. И то, что все уже распродано, тоже поднимает настроение. Пожалуйста, проявляйте к этому большой интерес и дальше. Думаю, это будет весело. Обычно, когда я катаюсь на мотоцикле и въезжаю в тоннель, там очень отчетливо слышен звук выхлопа. К тому же, если въехать в тоннель поздно ночью, машин почти нет, поэтому можно немного разогнаться в безопасных пределах. Мне кажется, атмосфера этого места как раз передает те самые чувства. Если посмотреть вниз, там все тоже сделано в виде тоннеля, да и эти цвета, элементы, все напоминает о тоннеле, так что мне это безумно нравится. Поскольку я в принципе очень люблю готовые комплекты, ситкапы, то в этот раз меня больше всего привлекают две разновидности джинсовых курток и кожаная куртка, ведь они в каком-то смысле несут в себе культовый, символичный характер. Образ, который на мне сегодня, можно считать главным луком, в котором я снимался для рекламной кампании. Вообще-то поверх нужно накинуть еще и кожаную куртку, но я сейчас так сильно разволновался, что покрылся холодным потом и на время ее снял. Так что чуть позже я обязательно покажу вам свой образ целиком. Я невероятно благодарен, я счастлив, но в то же время чувствую и давление, и сильное волнение. Во мне сейчас пересекаются самые разнообразные эмоции, но в целом я безумно счастлив. Правда, очень-очень счастлив. Для меня это потрясающее мероприятие, которое ближе к очень ценному, дорогому опыту, учебе и своего рода практике. Мне кажется, что возможность попробовать себя в дизайне и получить столько нового опыта – это, с одной стороны, обучение, а с другой – редкий и бесценный шанс. Мы смогли очень тесно поработать с Calvin Klein над коллаборацией с большим вниманием к деталям. Поэтому, если вы будете часто носить эти вещи, проявлять к ним интерес и дарить свою любовь, для меня это станет лучшей наградой. Как же ему идут длинные волосы, и как же мы согласны с Ким Тэхёном. Участники поделились своими чувствами по поводу проведения концерта в Пусане впервые за 3 года и 8 месяцев. Вопрос: мысли перед туром в Пусане? Тэхён ответил:
Проведение концерта в Пусане в годовщину дебюта BTS имеет для нас особое значение. Я хочу поделиться этим счастливым моментом с фанатами. Надеюсь, все зрители, которые придут на концерт, получат много приятных воспоминаний. Чангук ответил: «Пусан для меня особенно важен, потому что это мой родной город. Я хочу поехать туда прямо сейчас и насладиться концертом вместе с вами. Поскольку мы давно не виделись в Пусане, я хочу устроить по-настоящему веселое времяпрепровождение. Я скучаю по вам, и давайте скоро встретимся». Извините, его шея – это что-то нереальное. Harper's Bazaar Singapore напоминают об июньском номере журнала с Чангуком. Безусловно, я чувствую себя самим собой, когда танцую и пою на сцене, слыша восторженные крики зрителей, говорит Чангук. И какой же это был невероятный путь. Будучи золотым макне группы, Чангук стал одним из творцов грандиозной истории успеха в поп-музыке 21 века. От номинаций на Грэмми и рекордных достижений в чартах Billboard до аншлаговых концертов на стадионах по всему миру. Теперь, когда все с нетерпением ждут новой главы в истории BTS и мирового тура Arirang, взгляды вновь устремлены на эту мировую суперзвезду. Для июньского номера Harper's Bazaar Singapore он снова оказывается в центре внимания, притягательный, сосредоточенный и абсолютно уверенный в своей стихии. Переходите по ссылке в описании профиля или ищите свежий номер в киосках, чтобы прочитать полную историю с обложки. Зачем выбирать кого-то одного, когда можно стынить сразу двоих лучших? Глобальное совместное исполнение песни «Arirang» вас порадует. BTS раскрывают закулисные подробности своего мирового турне. В честь юбилейного феста, посвященного годовщине дебюта группы, BTS поделились закулисными историями со своего мирового турне и мыслями о новом альбоме. Мировое турне группы включает 86 концертов в 34 городах. Это рекорд среди корейских артистов. Отправной точкой стал концерт в Каяне. Все 3 шоу были распроданы сразу после анонса, собрав около 130 тысяч зрителей. Особенно запомнился первый день. Выступление прошло под проливным дождем, но участники смеялись и продемонстрировали безупречный вокал, несмотря на условия. Во время встреч с фанатами в Стэнфорде, Северная Америка, артисты рассказали, как изменились за время тура. Если раньше они не знали, чем заняться после концертов, то теперь проводят время вместе, за совместными трапезами и созданием новых воспоминаний. Один из самых трогательных эпизодов – массовое исполнение песни «Arirang» во время трека «Body to Body». Участники отметили: в какой бы стране мы ни оказались, у нас мурашки по коже, когда фанаты поют с нами «Arirang». Этот момент стал символом единства музыки, выступлений и фандома, преодолевающего языковые барьеры. Группа также рассказала о 5-м студийном альбоме «Arirang» и выразила удовлетворение проделанной работой. Заглавная песня «Swim» была описана как наиболее BTS-подобная. Она воплощает смысл движения вперед для защиты чего-то. Благодаря 7 участников удалось передать универсальное и понятное послание.
За 13 лет существования группа стала более зрелой и гибкой. Энергия нас семерых осталась неизменной, но по мере того, как каждый из нас рос, команда в целом стала гораздо более гибкой. Участники поблагодарили фанатов за терпение и поддержку и попросили с нетерпением ждать концерта в Пусане. Еще многое предстоит сделать. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы смогли завершить тур здоровыми и счастливыми. Второе место. Это так интимно. То, как Тэхён смотрит на Чонгука. Первое место. Господа, мы вам не мешаем? Настолько поглощены друг другом. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.